Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем вязать вот такой вот интересный мотив. Соединив несколько мотивов в единое полотно, получается очень красивый плед, либо наволочка на подушку. Размер получается 12 на 12 сантиметров. Если хотите поменьше, можно вязать не 6 рядов, как у меня, а раз, два, три, 4 ряда, чтобы получить квадратик 8 на 8 сантиметров. Я в данном видеоуроке все подробно покажу и расскажу, как вяжется такой мотив без каких-либо видимых следов перехода на новый ряд. В работе у меня вот такая пряжа Yarnart Jeans, где хлопок наполовину с акрилом, и вязать мы будем крючком номер 3. Также можно использовать крючок номер 2,5. Итак, делаем кольцо амигуруми, заводим крючок, провязываем воздушную петлю, вытягиваем нить. И я вот таким вот образом провязываю первый столбик с одним накидом, чтобы он был абсолютно идентичным последующим столбикам. Если вдруг у вас не получается, вяжите просто 3 воздушные петли. Ничего страшного не произойдет. Я уже привыкла так вязать, мне так больше нравится. Второй столбик с одним накидом и третий столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Кольцо также еще провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Третий столбик не довязываем, а берем нить другого цвета. Вы можете использовать, конечно же, ваши любимые цвета. Итак, хвостики, все ниточки мы придерживаем и провязываем 2 воздушные петли. И далее в кольцо еще провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Так, стягиваем наше кольцо. Все хорошо стягивается. Вот эти хвостики потом спрячьте и обрежете. Так, последнюю петлю распускаем. И закрываем другим цветом, нашим основным, скажем так. Так, провязываем одну воздушную петлю, делаем накид, идем в вершину первого столбика, заодно захватывая нашу нить голубого цвета. Вот таким вот образом. 3 петли на крючке. Провязали все вместе. Вот мы закрыли наш первый ряд. Ниточку, которую мы не используем в вязании, мы ведем за собой. Но как вы иногда пишете, что очень большой расход, но расход небольшой, согласитесь, если ниточку вот так вот просто провести, не ввязывая, никакого большого расхода нет, а мотив получается очень красивый. Смотрите, как мы начинаем вязать новый ряд. Воздушная петля, петлю следующую вытянули, и вот так вот я провязываю снова первый столбик с одним накидом. Не получается, вяжем 3 воздушные петли. Так, первый столбик, в угол мы провязываем еще второй столбик и третий столбик. То есть мы как бы в одном мотиве, но сочетаем разные узоры и разную технику. Воздушная петля, здесь мы вяжем как классический бабушкин квадрат. В уголок мы провязываем, нить ведем, так вот немножко ее можно подтягивать, в уголок провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля, идем в следующий угол, и следующий угол он у нас будет половина будет, где мы провязываем
3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Делаем 2 воздушные петли. А вторая часть, смотрите, потому что вот эту часть мы одним способом вяжем, вот эту часть другим способом. Поэтому вторую часть угла мы здесь провязываем 2 столбика с одним накидом и провязываем просто под каждую петлю столбик с одним накидом. Раз, два, три. В угол мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И 2 столбика с одним накидом. Вот так вот. Раз, два. И снова вот эту сторону мы провязываем под каждую петлю. Раз, два, три. Ниточку аккуратно ведем, сильно не стягивая, и чтобы она тоже не висела у нас особо. Все, и довязываем угол. Опять же, с одной стороны угол из 3 столбиков, а эту часть мы довязываем 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом. Итак, закрываем второй ряд, воздушная петля, накид, вершину первого столбика и захватываем заодно голубую нить. Провязали. Приходим к вязанию третьего ряда. Воздушная петля. Я провязываю таким образом первый столбик. Так, 1. В угол еще провязываем 2 столбик и 3 столбик. Воздушная петля. Далее в арку мы снова провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Голубую ниточку немножко подтягиваем, чтобы она у нас не болталась. И ведем с собой в процессе вязания. Воздушная нить. Угол мы провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Воздушная петля. Далее снова в арку мы провязываем раз, два, три. Воздушная петля. Угол. Часть угла мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Смотрите, и не довязывая 3 столбик, голубой нитью мы закрываем 3 столбик, да, ниточку другого цвета ведем за собой в процессе вязания, 2 воздушные петли, и в угол мы провязываем уже 2 столбика с одним накидом, потому что вот эта часть мотива, она совсем по-другому у нас вяжется. И под каждую петлю, захватывая нить другого цвета, мы провязываем столбики с одним накидом. Сейчас посчитаем, сколько у нас всего получается. Итак, 2 угловых и 7 это вот по этой стороне. Плюс угол, получается, у нас снова мы формируем 2 угловых столбика, 2 воздушные петли и снова 2 угловых. И по этой стороне мы опять же вяжем 7 столбиков и потом 2 угловых довязываем. Ниточку другого цвета мы не забываем, она у нас
Мы ее с собой ведем. Итак, остается нам довязать угол. Провязываем 1 столбик, 2 столбик, не довязывая его, мы закрываем его другим цветом. Воздушная петля, накид, идем в вершину первого столбика, захватываем голубую нашу нить и закрываем наш 3-й ряд. Итак, переходим на 4-й ряд, провязываем воздушную петлю, следующая длинная петля, то есть я провязываю так первый столбик, вы можете 3 воздушные петли. Далее в угол мы снова еще провязываем 2 столбика с одним накидом, вот эту голубую нить на протяжении всего 4-го ряда будем просто протягивать. Воздушная петля и половину мотива провязываем все так же, как я вам говорила, 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. Это по каждой стороне, а угол у нас 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Так, доходим до угла, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Вот эту сторону провязали точно так же. И встретимся, когда будем вязать этот угол. Так, а остальную половину мотива немножко по-другому. Вот половину угла мы провязали 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И провязываем вторую часть угла, 2 столбика с одним накидом. И здесь по стороне у нас получается 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков. Плюс угловые вот эти 2. И здесь еще мы сделаем угол 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика. Только уже вот этого бежевого, ну такого коричневого, скажем, цвета, а не голубого. Итак, довязываем. То есть у нас получается здесь 11 столбиков, плюс 2 с этого угла и плюс 2 вот этих угловых. Я вам покажу, как уже закрыть ряд. Итак, смотрите, вот эта сторона и вот эта. То есть у нас здесь 2 угловых столбика, плюс 11 столбиков по прямой и снова 2 угловых. Итого 15. Уголочек 2 воздушные петли, и по этой стороне то же самое, мы еще 2 угловых столбика довязываем и переходим на 5-й ряд. 2 угловых, переход делаем точно так же, как обычно, не забывая, что когда провязываем голубую ниточку, мы опять же ведем за собой. Вот так вот мы ее подняли и провязали. Уже этот ряд, вот эта часть мотива у нас будет голубого цвета. А пока мы ее, опять же, в процессе вязания просто ведем за собой. И половину мотива вяжем снова по 3 столбика с одним накидом, а между столбиками по 1 воздушной петле. Три, 1 воздушная петля. И вот так в каждую арку мы провязываем по 3 столбика. Угол делаем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли.
И таким образом провязываем первую и вторую сторону мотива. А далее мы сменим нить, я вам это покажу. Так, провязываем угол. 2, 3. Немножко ниточку голубую подтянули, чтобы она не была видна. 1, 2. И довязываем наш угол. 1, 2, 3. И эту сторону еще мы вяжем точно так, как классический бабушкин квадрат. Провязали и вторую сторону таким же образом. Последнюю петлю распускаем и закрываем голубым цветом. 2 воздушные петли, и оставшуюся часть угла мы провязываем не 3, а 2 столбика с одним накидом. И по прямой, сколько у нас за счет предыдущего ряда, получается 15 столбиков с одним накидом. Так. Ниточку ведем за собой, мы ее не теряем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Провяжем 15, угол 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И эту сторону точно так же провязали 15 столбиков и угловых 2. И покажу, как закрыть и перейти на последний ряд. Все, останется нам довязать еще угол, 1 столбик, 2 столбик. Не довязывая второй, мы меняем нить. И в принципе нить голубого цвета нам уже не нужна. Мы просто ее обрезаем и хвостики внутри прячем, потому что последний ряд у нас уже нить этого цвета не будет использоваться. Так, 2 воздушные петли, накид и вершину. Так, итак, первую, вторую сторону мы опять же провязываем по 3 столбика с одним накидом, между ними по 1 воздушной петле. Провяжите 2 стороны самостоятельно. Вот эту и вот эту сторону. А когда переходим на эту сторону, так, половину угла связали, 2 воздушные петли. Мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И по прямой 19 столбиков с одним накидом. 19 столбиков. Просто в каждую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. А угол, как всегда, именно вот по этим сторонам 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И вот здесь 19 столбиков плюс 2 угловых. И покажу просто уже, как закрыть этот последний наш ряд. Итак, довязываем наш последний ряд. Осталось провязать здесь 2 столбика, угол 2 воздушные петли, и вершину первого столбика этого ряда мы соединительной петлей закрываем наш ряд. Все, закрепили, обрезали нить. И если вы посчитаете количество петель на одной, на другой стороне, то оно окажется одинаковым. Просто для того, чтобы потом удобно было соединять вот эти вот квадратики в полотно. А как красиво соединить их в одно полотно, у меня есть несколько видеоуроков. В описании я оставлю ссылку на эти уроки. Можно соединять как уже готовые мотивы, либо же в процессе вязания тоже можно соединять. У меня есть видео, я обязательно все оставлю вам в описании. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.